Привет! Меня зовут Ира. Спасибо, что вы зашли на мой канал. Сегодня мы будем говорить о глаголе и о теме, которая часто бывает немного трудной для тех, кто изучает русский язык как иностранный. А именно, эта тема НСВ-СВ. Наверное, вы слышали, что в русском языке у глагола есть две разные формы. Например, может быть, вы слышали «делать», «сделать». И вы не понимаете, когда мы используем «делать», когда мы используем «сделать» и какая разница между этими словами. Итак, начнем с теории. У нас есть два таких понятия, как НСВ. Обратите внимание, как я произношу это. НСВ. Это несовершенный вид. Мы говорим глагол НСВ. Например, делать – это глагол НСВ. Но у нас также есть СВ. СВ – это совершенный вид. Глагол СВ. Например, сделать – это глагол СВ. Если вы хорошо знаете английский язык, то НСВ – это imperfective aspect. СВ – это perfective aspect. Может быть, это вам чуть-чуть поможет. Когда вы учите глагол, русский глагол, вам всегда нужно запоминать две формы. Форму НСВ и форму СВ. Поэтому, если вы пишете, например, словарь для себя, я советую вам писать глагол теперь всегда вот так. И, конечно, вам нужно учить формы НСВ, СВ. Но сейчас я покажу вам, какие три группы НСВ, СВ есть в русском языке, и, может быть, это поможет вам чуть-чуть лучше и быстрее запомнить формы СВ. Давайте посмотрим. В русском языке есть три способа, чтобы образовать форму СВ. Первый способ – это префикс. Второй способ – суффикс. Третий способ – НСВ, СВ – это разные слова. Давайте посмотрим на первый способ, когда мы образуем форму СВ с помощью префикса. Мы прочитаем с вами все слова, вы постараетесь их запомнить, а внизу вы сможете скачать файл с этими глаголами и с тем, как они изменяются. Давайте прочитаем первый глагол. Делать, сделать. Сделать. У нас здесь префикс «с», но мы произносим его «з». Сделать. Есть, съесть. Здесь тоже префикс «с», и не забывайте про твердый знак. Играть, сыграть. Здесь префикс «с», обратите внимание, здесь «и», здесь «ы». Писать, написать. Префикс «на». Читать, прочитать. Префикс «про». Учить, выучить. Префикс «вы». Завтракать, позавтракать. Префикс «по». Обедать, пообедать. Ужинать, поужинать. Слушать. Префикс «по». Послушать. Смотреть, посмотреть. Думать, подумать. Ехать, поехать. Идти, пойти. Обратите внимание на этот глагол, он может показаться вам немного трудным. Следующий префикс «у». Слышать, услышать. Префикс «при» и префикс «под». Мы сейчас поговорим о разнице. У нас есть глагол «готовить» НСВ.
Но у слова «готовить» есть два значения. Например, готовить еду. Это значит, если вы хорошо знаете английский язык, to cook. Но у нас также есть значение готовить, как to prepare. Например, я готовлю борщ, я готовлю домашнее задание. Поэтому СВ у нас есть два префикса. Готовить, приготовить – это или я приготовил домашнее задание, или я приготовил еду. Приготовить как to cook или to prepare. Подготовить не еду. Например, я подготовил домашнее задание. Мы посмотрели некоторые глаголы, которые образуют форму СВ с помощью префикса. Теперь давайте посмотрим на глаголы, которые образуют форму СВ с помощью суффикса. Итак, первый суффикс – суффикс «и». Покупать, купить. Решать, решить. Отвечать, ответить. Обратите внимание на чередование. Видите, здесь буква Ч, здесь буква Т. Повторять, повторить. Изучать, изучить. Так, хорошо, давайте посмотрим следующий суффикс. Забывать, забыть. Посмотрите, здесь был суффикс «ыва», здесь у нас только буква «ы». Показывать, показать. Здесь был «ыва», здесь только буква «а». Спрашивать, спросить. Видите, здесь был суффикс «ива» и была буква «ш». Здесь у нас буква «и» и буква «с». Так, давайте посмотрим дальше. Вставать, встать. Видите, вот этого «ва» здесь нет. Давать, дать. «Ва» тоже здесь нет. Будьте внимательны. Следующий суффикс. Отдыхать, отдохнуть. Ну, суффикс «ну». Если вы видите суффикс «ну», это всегда будет глагол «св». И давайте посмотрим на еще одну группу глаголов. Встречать, встретить или встречаться, встретиться. Обратите внимание, здесь буква Ч, здесь буква Т. Здесь у нас А, мы меняем на И. Начинаться, начаться. Обратите внимание, ин здесь нет. И последний глагол, я уже все для вас подчеркнула. Заканчиваться, закончиться или заканчивать, закончить. Обратите внимание, здесь буква А, здесь буква О. В этом глаголе СВ нет. Хорошо, и давайте посмотрим на последнюю группу глаголов, где НСВ и СВ – это разные слова. Первый глагол – это глагол «говорить». СВ – «сказать». Брать, взять. Понимать, понять. Класть, положить. И давайте посмотрим сюда. Ложиться, лечь. Садиться, сесть. Становиться, стать. Возвращать, вернуть или возвращаться, вернуться. Эти глаголы нужно выучить наизусть. Эти формы тоже нужно выучить наизусть. Всегда, когда вы теперь будете изучать новый глагол, вам нужно учить его форму НСВ и форму СВ. Я сейчас на 1 секунду отойду, чтобы вы могли сделать принтскрин доски, если вам это необходимо.
Но я также напоминаю, что внизу по ссылке можно будет скачать файл, где будут эти глаголы. Отхожу на 1 секунду. Сделали принтскрин? Отлично. Ну что, теперь давайте продолжим. Давайте посмотрим, когда мы используем формы НСВ и формы СВ. Итак, давайте посмотрим на значение сначала глаголов НСВ, несовершенного вида. Первое значение – это факт. Мы можем обозначить его вот так. Например, я изучаю русский язык. Глагол изучать – изучить. Изучать НСВ. Второе значение – это процесс. Это значит, что вы делаете это действие некоторое время. Это процесс, есть период. Например, он читает книгу или он читает книгу 2 часа. 2 часа – это долго. Третье значение – это повторяемое действие. Это значит, что это действие вы делаете много раз. Например, они ужинают каждый день. Глагол ужинать – поужинать. Ужинать – НСВ. Каждый день это действие повторяется. Очень часто, если есть значение повторяемое действие, есть такие слова, как часто, редко, иногда, обычно. Повторяемое действие мы можем обозначить вот так. Давайте посмотрим еще на одно предложение. Оля пишет упражнения. Скажите, какое это значение? Правильно, это значение процесса, потому что она пишет его некоторое время. Что делает Оля? Это вопрос. Что делает? Мы используем этот вопрос для глаголов НСВ. СВ совершенного вида. Какие значения есть у него? Первое значение – это результат. Это значит, что вы делали действие в прошлом, но сейчас, в настоящем, у вас есть результат этого действия. Например, она прочитала книгу. Прочитала – это глагол СВ. Читать – прочитать. Это значит, что в прошлом она читала книгу, и это результат. Она прочитала книгу. Теперь она знает, что есть в этой книге. И еще одно значение – это однократное действие. Действие один раз. Обычно при таком значении у нас есть точное время, когда человек сделал это действие. Например, вчера в 3 часа они пообедали. Обедать, пообедать. Обедать НСВ, пообедать СВ. Мы знаем, что вчера они обедали. Это НСВ. И они пообедали в 3 часа. В это время был результат. И давайте посмотрим еще одно предложение. Оля написала упражнение. Мы задаем вопрос к глаголу «написала». Что сделала Оля? Обратите внимание, мы используем вопрос «что сделала», потому что это результат. Писать, написать. Это результат. Давайте сравним НСВ, СВ. Оля пишет упражнение. Она сейчас делает это действие, это процесс. Оля пишет. Оля написала упражнение. Она сделала это. Результат. Итак, вам нужно запомнить, что у глагола НСВ есть 3 значения. У глагола СВ 2 значения. Я советую вам, если вам так проще, запомнить вот эти знаки.
Может быть, они помогут вам легче определять, когда нам надо использовать НСВ и когда надо использовать СВ. Давайте сейчас посмотрим, как мы изменяем эти глаголы по лицам. Итак, начнем с глагола «делать», «сделать». Это глагол из группы, где форма СВ образуется с помощью префикса. Я сделал, так говорит мужчина. Я сделала, женщина. Ты сделал, ты сделала. Он сделал, она сделала, оно сделала. А форма для мы, вы, они одинаковая. Сделали. Обратите внимание, что здесь везде есть суффикс «л». Суффикс «л» показывает, что этот глагол прошедшего времени. Так, сейчас давайте посмотрим на глагол, где форма СВ образуется с помощью суффикса. Например, глагол «решать», «решить». Я, ты, решил, если это мужчина. Я, ты, решила, если женщина. Он решил, она решила, оно решило. Мы, вы, они. Одна форма решили. Тоже мы видим суффикс «л» и меняем только окончание. И наша третья группа глаголов – это те, где форма СВ образуется не с помощью префикса, не с помощью приставки. Это другое слово. Например, покупать, купить. Я, ты купил или купила. Он купил, она купила, оно купило. Мы произносим, обратите внимание, произносим одинаково. Она купила, оно купило. Мы, вы, они купили. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно. И теперь вы знаете, что такое НСВ, что такое СВ, когда мы используем НСВ, когда СВ и какие формы НСВ и СВ есть в русском языке. Внизу по ссылке вы можете скачать файл с глаголами НСВ, СВ. А также внизу есть ссылка на мой сайт, где вы можете сделать онлайн-упражнения на формы НСВ, СВ. Так, я думаю, можно быстро их выучить. Я желаю вам удачи в изучении русского языка и приглашаю вас в мои следующие видео. Увидимся! Пока!